Добрый вечер. Добрый вечер, мои дорогие люди. Мы собрались сегодня здесь вместе, чтобы покуклить, чтобы заняться творчеством, чтобы поставить голову на другие рельсы, да, немножечко отвлечься. И сегодня мы с вами будем делать заю. Вот такого уже многие его прозвали солнечный зайчик. Мне очень нравится это такое название. Да, но он рыжий же, конечно, он солнечный зайчик. Вот, я вам очень благодарна, что вы нашли время, присоединились. И знаете, этот зайчик настолько простой в исполнении, что сажайте рядом детей, своих родителей, пусть они тоже вовлекаются в этот творческий процесс, чтобы им было тоже весело и интересно, потому что весна идет, ее никто не отменял, и у нас впереди два прекрасных праздника будет. Первый праздник уже совсем скоро, это праздник женщин, праздник матерей, и второй праздник, конечно, праздник Великой Пасхи, да, когда мы будем все вместе праздновать. Это, мне кажется, такой праздник мира глобального. И, конечно, наши зайцы, кролики будут в самый раз. Потому что тут такая модель универсальная, вы же понимаете, если ему в лапки дайте эту веточку мимозы, это будет, это все уже 8 марта, зайцы с веточкой мимозы, ну все, непробиваемый аргумент. А если, конечно, там ему повесить на ручку корзиночку какую-то, сплести, и туда вовнутрь яички, там, ну что-то такое, да, вот вам уже и пасхальный подарок прекрасный будет. Я очень надеюсь, что вы этих зайцев наделаете очень-очень много, и они расплодятся, как настоящие кролики. И в каждом доме будет, ну, вот такой смешной заяц, чтобы, когда на него падает взгляд, да, вы сразу так раз и улыбнулись. Вот. Добрый вечер всем еще раз. Ну, уже, я думаю, все собрались, да, и можно переходить непосредственно к процессу. На самом деле заяц очень простой, и времени займет его делание, ну вот за вечер можно его сделать, если вы сели делать этого зайца. Я, конечно, так растянула этот марафон на 2 вечера, хотя по факту мы бы и за вечер бы все успели, все это дело разобрать, но будем смотреть, как пойдет, да, как рука пойдет, чтобы никуда особо не спешить, не торопиться. Потому что, с одной стороны, я предполагаю, что это будет будет в основном люди, которые уже там Прохора лепили и уже о ладоле много знают, как с ними работать, а вдруг кто-то будет новички, поэтому мне придется повторять еще раз правила работы с ладолом. Ну, в общем, кто уже это слушал много-много раз, терпите, знаете, как повторение, мать учения. Вот, а мы будем переходить к процессу. Нам сейчас понадобится фольга и, ну, и ладол. Работаем мы... Ой, я его спрятала. Сейчас я его покажу. Я его себе положила там, чтобы... Нет, работаем мы вот с такой запекаемой пластикой. Ой, запекаемой, самозастываемой пластикой. Если у кого-то запекаемый пластик, алгоритм лепки точно такой же. Вот кто-то пишет, что новичок. Да, комментарии с экрана я сейчас уберу. Мы будем работать так. Значит, сейчас мы эти вопросы все решим. Этот эфир я сохраню, конечно же, и в Инстаграме, и выложу его себе на YouTube. Вы, кстати, на YouTube проходите, потому что там выложены в свободном доступе мастер-классы там по котикам, по чем-то. Ну, в общем, есть там чем себя занять. В синей упаковке, да, такой же ладол, он немножечко по фактуре, такой поплотнее и полегче на выходе. Я люблю красный, но синий тоже очень хороший. И заходите ко мне на Facebook. И на Фейсбуке, и в Ютубе я также и называюсь, это Ольга Норвелине. Поэтому вы проходите, вот в Фейсбуке, по-моему, я там, полистайте ленточку вниз, я там выложила, ну, достаточно много этих мастер-классов в свободном доступе. И к 8 марта я еще выложу капризика, потому что мы когда-то лепили капризик, вот как раз, по-моему, к 8 марта и делали, потому что у каждой девочки должен быть свой капризик, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, вот такой вот у нас такой родился интересный персонаж. Вот, все, начинаем куклить, как кролить, будем делать кролей.
По поводу комментариев, я когда сейчас переверну камеру уже, и мы будем работать, да, я выключу комментарии, а потом опять их на какое-то время включу, так что вы будьте готовы, я скажу, когда я включу комментарии, написать какие-то вопросы, может быть, что-то непонятно, какой-то момент был, и вот в таком плане, да. Ну все, поехали. Так, давайте сфокусируемся. Нам же надо свет, стол. Тут как в операционной. Надо найти этот фокус света и все, что было под рукой. Так, инструменты мои, какие-то ковырялки. Все сейчас мы будем делать. Ну вот, выключаю комментарии. Вот, мы должны, по сути, сделать вот такую вот мордочку слепить. Я думаю, вот, самое сложное в этом зайце это эта мордочка. Хотя лепить ее очень-очень просто. Любая голова, уже вы знаете, лепится на некой болваночке, можно фольгу использовать. То есть нам надо половинку яйца. То есть если у вас есть эти пенопластовые яйца, а почему бы и нет, разрежьте их вот так вот вдоль, если получится. И у вас получится достаточно такая хорошая формочка форма под голову зайца. Берем наш ладол. Ладол, вот я его уже тут помешала, чтобы там не было никаких полостей. И облепляем эту формочку. Значит, смотрите, вот у меня высота ее 5 сантиметров. По ширине она где-то около 3 сантиметров, в самом 3-3,5 сантиметров в самом широком месте. Так, сейчас что у меня камера тут ходуном ходит. Подождите, я чуть-чуть ее выставлю. Так, чтобы она у нас не рухнула, знаете, бывает в самый неподходящий момент канделябр падает на голову. Ну, такое, в общем. Так, хорошо. И одену наушники, чтобы вы меня лучше слышали. Это как сказ про красную жабочку. Ой. Так, ну вот, прекрасно. Все. Сделали лепешечку. Вот такую сильно прям тонкую можно лепешку не делать. Миллиметра здесь 2, наверное, толщины этот пластик. Я его смачиваю с внутренней стороны водичкой, чтобы он у меня лучше прилипал к этой штучке. Если вы будете из пенопласта делать, то, конечно, вот это яйцо из-под пенопласта, это обрезанное яйцо, вы его заранее прогрунтуйте клеем ПВА. Тогда к нему будет пластик лучше прилипать. Он его не будет, этот пенопласт, отторгать. Вот. И вот вы это яйцо, значит, облепили. Сильно тонкую не надо делать этот край, потому что мы потом фольгу, скорее всего, будем вытягивать. Можно, конечно, ее и не вытягивать. Посмотрим, как там у нас завтра пойдет этот процесс. Вот. Но пока вот мы ее обтянули вот так. Дальше что надо ее сделать? Перевернуть. Потому что у нашего зайца здесь широко, а здесь узко, да? То есть вы взяли яйцо, как будто бы вот у вас голова, а потом его перевернули вверх тормашками. И здесь в игру вступают наши глазки. То есть мы с вами позавчера, когда я рассказывала, заготовили вот такие вот шарики. Они тоже из ладола сделаны, но они уже высушенные, тверденькие. Мы это делаем для того, чтобы нам легче было их вставлять в глаза и легче работать. Лучше там заранее сделать эти глазки. Вот, и дальше мы находим серединку нашего яйца. Вот, видите, то есть вот эта часть равна вот этой части. Это важная штука. Можно какую-то еще вертикальную ось поставить, чтобы как за что-то глазу было зацепиться, что вы делаете симметрию. Вот эти глазоньки мы смочили и в самопроизвольной форме втыкнули их вот на вот эту нашу горизонталь, серединку. Можете их поближе, тогда он такой будет больше косой, да, можете пошире. В общем, как рука пошла, не принципиально. Можете одного такого делать, другого такого. И потом вокруг глаза кисточкой вот это сразу пространство, я его вот так вот прохожу, видите, чтобы, во-первых, и глазки так лучше прилегают. И
Что еще? Ну, и нам нужно некое такое вот тут пространство вокруг глаз немножечко умять кисточкой. Вот, получается такой... Боже, кто же это может быть? Бог его знает, кто это такой. Такое чудо-юдо. Вот, вот так. Вот у нас линия глаз, на которой глазки были. Вот у нас самая нижняя линия вот этого яйца. И мы теперь где-то находим примерно серединку, чуть-чуть выше, вот так. Серединку от сих до сих. Вот серединочку нашли, себе какую-то заметочку, там зарубочку поставили. Это у нас будет вот отсюда начинаться вот этот носик кругленький. Ну и все, теперь делаем шарик. Шарик, ну я не знаю, может быть где-то там в диаметре этот шарик, сейчас я вам скажу, ну наверное около 1,2, 12-13 миллиметров. Ну в общем, как рука пойдет, тоже не принципиально совершенно. Даже может быть можете сантиметр сделать его, этот шарик. Вот вы его и прям ставите его вот на вот эту отметочку, ну чтобы он краем касался нижним. Вот так. Ага, понятно. Вот. Ну и все. И приглаживаете. Сюда вот так его как бы между глазок загоняете. Вот такой кругленький и оставляете. Ой, я там уже видела, девчонки выкладывали, посмотрели зайца. Он такой простой в лепке. И уже выложили своих зайцев, кто-то лепил. Ну вообще классно. Замечательно. Очень радует, что вас такие идеи вдохновляют. Кроличьи, заячьи, весенние. Вот. Вот такую вот бубульку. Бубульку вот такую какую-то, шарик такой прилепили. Вот так. Старайтесь, когда вы работаете с пластикой, словить такой вот баланс. Видите, вот я работаю, у меня руки практически остаются, ну, чистыми. Если у вас руки сильно пачкаются, ну, скорее всего, это признак того, что вы очень много воды льете. Ну, то есть часто смачиваете руки водой. Опять-таки, у меня руки, ну, холодные, я такая, ну, астеничная барышня. Вот, поэтому, если у вас горячие руки, вы за собой знаете, что у вас горячие руки, то вам, скорее всего, придется, наоборот, смачивать руки водой почаще, потому что на поверхности будут образовываться такие маленькие трещинки. Ну, знаете, с зайцем они нам не страшны, и даже дадут какого-то такого, может быть, шарму, придадут работе вот эти мелкие трещинки. Вы их там до фанатизма не выглаживаете. А вот если какую-то потом куклу будете делать, ну, конечно, ей вот эти все трещинки на лице, ну, не очень. Хотя какой стиль куклы выбрать, тоже может быть интересно. Вот, сделали эту бабуленьку, и теперь из этой... Так хочется сказать, делаем попку. Ну вот, ну, по факту так, вот посерединочке вы ее продавили инструментом. Вот такую полупопицу. Вот. И кисточкой можете немножечко прогладить на две части. Видите, все очень просто. Все работаем с простыми формами. Шарик, капелька. Ничего сложного такого не делаем. Вот такая штука получилась. Все. Это у нас будет вот эти места, это губки эти заячьи. Теперь носик. С носиком, как и у Прохора, все индивидуально и на любителя. Кто любит покурносей, кто любит подлиннее нос. Тут уже, ну, на вкус и цвет товарищей нет. Опять-таки простая форма, капелька, никаких сложностей. И вы ее кладете вот примерно от уровня глаз. То есть не на лоб ее вот сюда накладывать. Хотя на лоб, смотрите, я приложила, тоже прикольно смотрится. В общем, девочки, как рука пошла, так вот и прикладывайте ее. Но я буду как-то вот так ложить, попробую, потому что эту я вот накладывала вот на уровне глаз, вот такой, видите, он в профиль получается. Давайте этого сделаем чуть-чуть с таким носом, с римским профилем, почему бы и нет. Вот, ну и все, вот сюда мы его пригладили, этот объем на нос, вот здесь тоже аккуратненько глазиком его тоже приглаживаем. Вот здесь губкам его тоже приглаживаем аккуратненько. Вы знаете, когда приглаживаете, вы как будто бы
вот захватываете кусочек пластики и растягиваете. То есть давить сильно не надо, а вот как будто бы захватываете кусочек и растягиваете, как масло по хлебушку. Вот такие должны быть движения. Ну, посмотрим с таким носом. Ну что, весенний праздник такой, мужчина такой будет с выраженным носом. Тоже хорошо. Я его леплю, может быть, чуть-чуть покрупнее, чем вот этого парня, да, потому, чтобы было лучше видно, потому что если очень маленький, совсем ничего. Ну, буквально я там его на сантиметр увеличила. Вот, ну и смотрите, а тут уже давайте сделаем ему нос, ну, кто какой хочет. Вот, если вы чувствуете, что переливаете много воды, да, ну вот не можете вы по-другому работать. Вот вам комфортно, когда вы льете воду, у вас руки там вот пачкаются, и ну, вам вот так комфортно лепить. Да лепите, ради бога. Но только когда вы будете делать детализацию, там, детализация это что? Там всякие дырочки в носике, там зубки, точечки. Вы подождите, пока эта пластика просыхает, чтобы она не тянулась за инструментом, и вам будет тогда комфортно, хорошо работать. Потому что когда сильно пластика тянется за инструментом, работать некомфортно, ну и там сложно, ничего не получается, начинаем нервничать. Зачем оно нам надо? Это, знаете, в 25 лет можно нервничать, когда сосуды эластичные, а в нашем возрасте уже надо выбирать, из-за чего нервничать, из-за чего нет. Вот из-за зайцев точно нервничать не надо. Опять-таки делаю капельки, очень простые. Мы будем ставить щечки сейчас, вот эти вот объемы. Видите, так как их две, я сразу делаю одинаковые по объему 2 капельки. Вот. И вот эту часть, так, эту капельку немножечко стараюсь сделать покруглей. И кладу ее вот сюда на носик. Вот так, видите? И вот здесь ее приглаживаю. Вот прям тоже, как и Прохора мы лепили. Помните, мы начинали с переносья лепить. Ну, вот точно так же и зайца. Если вы вдруг, ну, там начали лепить, долепили до носа, потом отвлекли вас какие-то дела, вы оставляете просто в пакет хотя бы там целлофановый, заматываете, чтобы воздуха не было, доступа, чтобы он оставался такой сырой, вдруг чего вы там всегда можете подвинуть какие-то объемы, передвинуть с места на место. Ну, вы можете его и высушить, и потом заканчивать, долепливать. Такой материал универсальный, очень хороший, можно, если что-то не нравится, отрезать. Вот, видите, я эти щечки тоже разглаживаю. Стараюсь, ну, чтобы такая вот там мордашка получилась, видите, у него щеки на уровне вместе, на одной линии идут с губками. Но если вы его сделаете, эти щеки побольше, то, знаете, такой заяц объелся морковки и такой калорийной, сахарной морковки. Вот, и у него, значит, там щеки выросли, и, ну, и такие же зайцы бывают, да, вот, нормально, пусть будет. Если вам нравится, вы слепили мордочку, не обязательно, чтобы он вот был такой же, как мой заяц, да, нет, господи, фантазируйте. Ой, у нас сейчас курс по лялям проходит, мы делаем куколки, вот уже там заканчивается, и я несказанно рада тому, что все ляли такие разные, ну такие разные. Вроде лепили все по одному алгоритму, но каждая со своим характером. Очень разные куклы. Вообще потрясающий такой курс, и потрясающий чат, и девчонки там такие мастерицы, и делятся своим опытом. Я там очень многое взяла. Не знаю, как они, а вот я очень многое взяла. Если вы хотите посмотреть этих кукол, пожалуйста, по хэштегу проходите «Куклим лялю». Куклим куклу лялю. Вот, куклим куклу лялю. И увидите там фотографии, уже те работы, которые закончены, девочки выкладывают. Там сможете посмотреть и ну, поухать, поахать, написать приятные комментарии мастеру, потому что ну, это важно, да, нам для вдохновения получать хорошие комментарии. Так, ну вот, смотрите, вот такие у нас щеки получились. Сейчас я со светом поиграю, чтобы вам было виднее. О, вот такая вот уже мордаха
получается. Давайте делать дальше. Эти щеки я пока оставлю вот эти места, чтобы они подсохли. Когда они подсохнут, мы там промнем вот такую вот улыбочку уже. Ну, но нам надо, чтобы немножечко эта пластика подсохла и подвялилась. Ну, вот как бы такое, чтобы у нее было чуть-чуть мягкая. Она должна быть мягкая, но не мокроватая такая. Пока мы займемся веками. Ой, веки это совсем просто. Это просто две маленькие такие колбасочки. Но в веках главное, чтобы они хорошо получились, сделать вот здесь вот такое место, как бы кисточкой продавить, чтобы было куда их поставить. Видите, сейчас я свет как-нибудь, вот так, может быть, будет видно. Вот, видите, то есть здесь достаточно такой, как подоконник такой получается, вот куда мы можем это веко поставить. Все, две маленькие одинаковые колбаски. И вот давайте их раз, два, вот сюда, вот прям так их. Не будет проблем, если вы этот подоконничек сделали, то вам будет их легко поставить. Ой, ловкость рук, никакого мошенника. Да что ж ты меня не хочешь прилеплять туда? Сейчас мы чуть-чуть водички капнем. Во. Все. Ну и теперь их как-то надо расположить более-менее симметрично. Вот, и такой у нас уже заяц получается. Вот так. Вы можете, ну, знаете, тут с этими веками главное не переборщить, потому что получится такой заяц, алкоголик, который с опухшими глазами, который, значит, не просыхает в праздники и все такое. Поэтому вы примеряйте, знаете, если вы поставили один раз эту колбаску, видите, что она, ну, уж так велика, ну, вы ее снимите и поставьте чуть-чуть поменьше объемчик, чтобы был. Ну вот, вот такой у нас заяц. Мы ставим только нижние веки. Вот, смотрите, только нижние веки. Верхние веки мы не ставим. Вот в расписанном виде. А тут очки, наверное, мешают. Ну, вообще, только нижние веки ставим. И у нас такой он, такой дурашливый. Получается. Вот, ну давайте, тут у нас как раз подсох рот чуть-чуть. И вы просто, вначале мы сделаем носик, промнем. Можно такими дырочками, можно длинненькие сделать, уже как у вас там по размеру этого носа получается. Вот, вот такой, я его сделаю немножечко загнутый такой, пускай остается, мне нравится. И теперь от носика вот сюда мы просто продавим эту щечку. Вот, видите, я просто продавливаю инструментом. Ничего там сложного нет. Можно немножечко поднять. Вот, чтобы он у нас улыбался. Хотите, можете эти сделать ямочки ему на щечках. Пусть будут, а почему и нет. А на носу тоже тут можно такую сделать какую-то штучку. Да, о, какой хорошенький получается. Теперь смотрите. Вот здесь, ну, как у этих зайчиков, можно чем-нибудь, кончиком там чего-нибудь сделать такие штучки на конце и зубки. Значит, смотрите, если у вас получилось так, что достаточно толстый слой этой пластики, хватает толщины длины, вы можете просто продавить эти зубки. Вот так. Продавить, выделить их, да, как бы вокруг. А можете, ну, прилепить эти зубы и все, господи, маленький кусочек. Маленький кусочек прилепим сейчас. Ой, большой, наверное, будет. Там будут такие зубы торчащие вперед. Он у нас все-таки... Вот. Вот такие. Прямоугольничек такой прилепим под эти щечки. Вот так.
И пополам его разделим. Получится правый зуб и левый зуб. Так. Вот такая вот история. Получается, вот здесь вот вокруг зубов вы такой, ну, зубы, может, большие сделала, такой, как этот саблезубый зуб. Этот тигр получается. Ну ладно, мы ему в оправдании таких больших зубов можем под мышку большую морковку. Слушайте, а вообще же из него можно бобра сделать, да, тоже тело такое грушеобразное, какой-то хвост приделать, ушки маленькие такие. Если вот я сейчас посмотрела на него раз, все, бобер универсальный, универсальная модель. Хорошо, пускай зубки немножечко подсохнут. Мы сделаем... Что мы сделаем? Можно ему бровки сделать. Хотя вот он у нас как бы тут и без бровок получился такой симпатичный. Можно немножечко продавить инструментом. Я сейчас со светом поиграюсь, покажу, что я делаю. Вот так, видите, видно. То есть немножечко продавливаю, чтобы был вот здесь такой край. Ну, если не получается продавливать, берете небольшую капелечку. Опять-таки простая форма, капелька, и вот сюда ее куда-то в эту сторону над глазиком прилепляйте. Ну, направление вот такое вот, как крыша у домика. Если хотите сделать сурового зайца, делайте вот в таком направлении. Ну, хотя он такой улыбака получается, что я думаю, даже с суровыми бровями уже его не испортишь. Вот. Ну и все, и сразу кисточкой выгладили. Смотрите, когда выглаживаю кисточку, я ее в водичке как бы смочила и вытираю об руку лишнюю влагу, чтобы у нас вот на мордочке лужи не было. Ну, а если вдруг так получилось, что забыли, и видите, что лицо уже очень такое мокрое, отложите его там на какое-то время, на минутку-две. Эта влага сама лишняя уйдет. У нас сейчас отопление везде, пересушенные, воздух пересушен, и воздух заберет лишнюю влагу, дайте времени. Вот. Какая опасность, когда вы много льете воды? При высыхании может немножечко трескаться. Ну, в плане зайца я говорила уже, это совсем не страшно. А вот если там какую-то куклу делать, ну все потом там чинится и все. Ну вот такие я ему бровки еще сделала, пускай будет. Ага. Зубки, может, я ему чуть-чуть укорочу, то он и правда у меня такой бобер. Вот такие сделаю. Так. Все, зубки чуть-чуть подгладим. Ну и все, остается вот сюда нам сейчас мы прилепим подбородочек и займемся ушками. Видите, не прошло и там 20 минут. Ну, может, и прошло 20 минут. А мы практически слепили зайца. И вот вся прелесть лепки. Лепка — это же навык, да, такой. Просто обычный навык работы, координации работы правого и левого полушария, там, работы с мелкой моторикой. Очень полезная. Спасает нас от Альцгеймера, от всяких там деменций возрастных, ну, в общем, лепите на здоровье, всем полезно. И малышам развивать мелкую моторику, и не очень малышам. Главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Вот, видите? Ну и вот такой мы еще сделаем тут такую штучку. И все. Ну, вот он у нас, он в профиль вот так смотрится. Вот. Пусть будет, да, вот я вам сейчас его так вот покручу. Вот такой у нас получается зай. Все, пускай голова немножечко лежит и прихватывается. Это самое, а мы займемся ушами. Уши, ну, так как они такие, ну, не очень толстенькие, их бы хорошо ставить на каркас. Я тут даже где-то сделала уже каркас. Вот, да.
Каркас, это что? Вот у меня такая проволочка тоненькая, флористическая, правильно, да? Она где-то 0,9 миллиметров в диаметре, она так легко достаточно гнется. Я делаю вот такие петелечки, ну и обмотала их малярным скотчем, этим бумажным скотчем строительным. Ну, таким обычным. Если у вас его нет, можно этого и не делать. Можно лейкопластырь на какой-нибудь тканевой основе использовать. Ну, это так уже, знаете, по привычке, потому что привыкла уже так делать, чтобы пластика к бумаге хорошо прилипает, срастается с ней. Вот, ну, даже если вы просто сделаете петелечку, уже будет хорошо. Если нет такой проволоки, просто берите зубочистку. И чтобы, значит, у вас зубочистка торчала из ушей, да, ой, из головы, ну, в ушки просто какая-то основа была, потому что самое хрупкое место это, вот здесь. И надо нам его как-нибудь укрепить, чтобы, значит, долго уши носились благополучно. Так, вот, значит, на ушке мы берем одинаковые по объему тоже объемы пластики. Все очень просто. Делаем капельки. Все тоже. Никаких новых геометрических фигур у нас нет. Шарик, капелька, да и все, пожалуй. Вот, потом что мы делаем? Так, надо еще, знаете, сделать иголкой или чем-нибудь вот здесь вот в голове. Тут же у нас фольга. Ну, сразу такие дырочки протоптать. Можно это дать голове подсохнуть, а потом уже эти уши вставлять, чтобы легче было. Но мы там сейчас ничего не ждем, пока высохнет. Будем на сырую работать. А, конечно, проще это делать, когда голова высохнет. Вот, и теперь мы вставляем просто вот это все это безобразие. Вот сюда мы так раз одели, вставили, чтобы оно стояло. Вот это, видите, большой такой лепешка. Я форму уха потом буду формировать. Вот, приставила сюда даже и его приглаживаю хорошенечко. Так. Видите, уши такие вертолетные получились. Ну, хорошо, ладно. Сейчас мы им сделаем форму. Так. И потом я их немножечко тут сделаю им форму. Промну немножечко здесь. Вот пальцами разминаю до той толщины, как мне надо. Так, чтобы эта проволока у нас тут не просвечивалась, мы ее. Если у вас эта проволока там вылезла вдруг, не переживайте, подсохнет, и вы сверху лепешечкой залепите, и все. Вот смотрите, какой смешной, с такими круглыми ушами. Ну, прикольный. Его тоже можно оставить с такими круглыми ушами. Но я ему вырежу просто форму, возьму ножницами и прямо отрежу ту форму, какую мне надо. Ухо. И все. Чтобы долго там эту форму не выворачивать. Вот. И получилось у нас такое ухо, которое он будет носить долго. И все. Со вторым ухом то же самое. Делаем. Я сейчас это делать не буду, да, понятно. Ну, повторяем такой же процесс. У нас еще ноги и руки впереди. С руками совсем все очень просто. Вы берете шарики, тоже 2 одинаковых. Все то, что парное, надо делать сразу одинаково. То есть одинаковые объемы. У меня как-то девчонки на мастер-классе, они это говорят, можно объемы вот эти, я говорю, делайте там общий шарик, потом делите его пополам, получится 2 объема. Говорит, так можно же на кухонных весах этих маленьких, то есть вообще одинаковые объемы получаются. Пожалуйста, как вам проще, кому там по диаметру шарика, кому по весу. Вот, сделали такую штучку. У нас, вот видите, эту же флористическую проволоку я согнула, на конце должна быть такая петелечка. Можете ее тоже в бумажный скотч, а можно ее просто макнуть в ПВА. Сейчас я макну и вам покажу. Вот ее просто я макнула в ПВА, самый кончик.
Я ее, пускай она у меня пока полежит, саму лапку я делаю просто кружочек. Кружочек вот так на пальчик поставила. Видите, как бы плоский сделала внизу. Вот, а потом чем-нибудь внутри надо сделать такой полукруг лапки. У меня такая ложечка просто есть, но вы можете просто продавить чем-нибудь. И от этого полукруга продавить лапочки вот такие. Вот такая лапка получается. Очень простая, чтобы долго ее не вылепливать. А потом уже берете вот эту проволочку, вот в клее с петелечкой, вы ее вставляете вовнутрь, вставили вовнутрь, и постарайтесь ее чуть-чуть провернуть, чтобы эта петелька как бы внутри так раз повернулась и захватила немножечко массу пластики. И тогда она уже у вас ни в жизни не выскочит из этой лапки и будет там стоять быстро и просто. Со второй лапкой, понятное дело, делаем то же самое. Раз, продавили каким-то полукругом чем-нибудь, и потом тут размер лапки, ну, я не знаю, выбирайте там, какой вам нравится. Ой, нет, это вот эту маленькую часть. Смотрите, сильно большие не надо делать. Он такой смешной, когда у него эти маленькие лапки будут. Я даже вот сделала такие сейчас, а думаю, наверное, надо было бы, может быть, чуть-чуть поменьше, потому что у этого они совсем такие маленькие, смешные. У этого, кстати, тут другое крепление, чуть, ну, дырку сделала, через нее проволоку пропустила. Он мне не очень нравится. Я все-таки эти пожестче, ну, вот такие. Хотя можно разные, господи, да какие придумаете, все правильно. И ноги. Ноги, вот, то же самое. Главное, 2 одинаковых куска. Два одинаковых куска, делаете капельку такую подлиннее. Вот эту часть, которая широкая, вы ее просто расплющиваете пальцами. А вот здесь формируете лапку. Вот. И здесь то же самое. Вы можете продавить кругленьким чем-нибудь. И точно так же вот эти лапки вот такие сделать. Можете подлиннее сделать здесь вот эту часть. Ну, то есть все просто. Не надо там усложнять на ровном месте. Одну делаете и вторую. В лапках надо сразу сделать такие отверстия, через которые мы будем пришивать потом эти лапки. Сделайте их, ну, если забудете сделать, потом придется там проковырять или просверлить. Вот, только учитывайте то, что они при высыхании будут немножечко зарастать, эти дырочки, и поэтому, ну, не просто иголочкой продавить, они зарастут, и потом ничего. Так, чтобы у вас, ну, игла и какая-то плотная нитка пролезла. А может быть, лентой вы захотите привязать, не ниткой, а на ленту какую-то там бантом. Ну, в общем, уже как ваша фантазия подсказывает. Да, это руки, это ноги у нас есть. Как бы мы молодцы, все такое делаем. Остается по телу. Момент по телу. Так, это я потом объем на ушко у меня будет. Я сделаю объем на лапку. У меня тоже есть, чтобы я не подбирала. По телу. Смотрите, тело простое, как велосипед. Да, то есть вот такая вот груша. Это одинаковая ткань, просто я ее там затонировала. Вот ее выкройка. Вот конкретно вот этой игрушки. Вот вы можете потом себе сделать стоп-кадр и прям вот по этой сеточке, да, посмотреть, какой размер. Тут у нас будет крепиться, значит, голова, это заячья. Вот такое требование к ткани, чтобы она сильно не тянулась. Ну уж как там получится. Ну, можно и чтобы и тянулась, но не очень сильно, чтобы вы ее могли набить. Набивала я опилками, но набить можно всем чем угодно, хоть гречкой, хоть пшенкой, хоть там шерстью, господи, да, чем угодно. Можно даже этим синтепоном набить, тогда надо только в попу положить какой-нибудь камешек. То есть вы ее вот так вот построчили, вывернули, вот я из джинса делаю еще зайчика. И потом вот так вот ниточкой, вот таким швом подворачиваете, там буквально там сколько, пару сантиметриков. И
Вот так, видите, как будто бы на иголочку эту ткань накручиваете. Но только вы набейте ее вначале, это у меня не набитая, просто набейте ее, потом подворачиваете. И вот таким вот швом, кисетным швом, и потом вы ее стянете. Всю стянете и зашьете. Ну, то есть здесь вот так будете по диаметру против друг на друга ее пришивать. Получится вот такая, ну, штучка внутри, такая, как это, жопка. Сейчас я камеру переверну, еще раз покажу. Так, переворачиваю камеру и включу комментарии, чтобы я могла почитать, все ли вам понятно. Может быть, какой-то момент в лепке остался неясный. Какой-то момент в лепке остался неясный, и вы хотите его там повторить, да? То есть с телом у нас вот так получается. Вот, а жопку мы просто вот стягиваем такой этой. Ну, все просто. Не надо там никаких выточек делать. Какие выточки, господи, я шить не умею. И не люблю, поэтому без выточек. Ой, стянули все, вот так закрутили, и все. Вот это тело. Я тоже, видите, ткань одинаковая, но вот это я хвостик. Хвостик. Конечно, можно хвостик слепить, сделать капельку такую и тоже хвостик прицепить. Я не успела. Хвостик вначале сразу забыла, а потом уже не это самое, не делала. Значит, вот это тело вы можете затонировать кофе, чаем, ну, то есть как-нибудь его попачкать, потому, ну, чтобы он был такой, не это. Да, запись будет. Жопка чем-нибудь закрывается. Конечно, можно выкроить чем-нибудь и закрыть. Но я, знаете, я такая наглючая, что я вообще ничем не закрываю. Вот такую прямо и оставляю. А можно, конечно, какой-нибудь это... А вы можете вообще ему какие-нибудь штаны там до грудки пошить. Какие-нибудь тоже. То есть фантазии нет предела, не обязательно делать именно такое. Это просто такая форма очень простая, чтобы оттолкнуться от нее и творить свою фантазию. Да, смотрите, завтра мы будем... Тут уже как бы все понятно, да? Завтра мы будем расписывать... Займемся росписью мордочки. Ну, собственно говоря... И все, уже вот распишем и эту голову, значит, присоединим к телу. Вот, добрый вечер. Кто опоздал, значит, вы не переживайте, запись останется. Надеюсь, все хорошо будет. На все эти кнопки нажму. Продублирую ее тоже и на Facebook, и в YouTube. Да, зая делаем... Для всех праздников какие. Ну, как руки крепятся завтра, конечно, расскажу. И как голова крепиться будет завтра. Как вы предполагаете, все у меня очень просто, как велосипед. И руки крутятся, и голова без всяких сложностей. Не надо усложнять, у нас так хватает сложностей в жизни. Уши на каркасе, да. Ушки на каркасе. Пересмотрите, пожалуйста. Я показывала там каркас какой и как. И все. Голову к телу будем крепить завтра. Приходите. И все, будем продолжать. Ну, да, или не приходите, посмотрите в записи. В Телеграме продублирую. Да, переставлю. Вот, все, друзья мои. Куклите. Самое главное, знаете, что главное? Вот самое главное. Главное, это когда вы берете, вот перед тем, как прилепить первый кусочек пластики, начинать лепить зайца, главное ваше намерение. То есть вот представьте себе четко, кого вы хотите порадовать вашей куклой, для чего вы ее делаете. Возможно, для себя, да, вот чтобы себе там поднять настроение, вы кайфуете от этого процесса, тогда, да, я эту куклу делаю для себя, чтобы кайфовать. И тогда кайфуйте, не придирайтесь к своей работе, не спрашивайте у окружающих, посмотрела, я хорошо делаю, а так пойдет, а что ты думаешь? Все, вы кайфуете для себя. Если вы хотите кого-то порадовать, представьте себе прям, как этот человек радуется, и вы знаете, что вы вкладываете часть своей души для него. Вот. По стене я не буду выкладывать выкройку тела. Пожалуйста, посмотрите, она простая, как велосипед. Отдельно пост не буду делать. Вот, взяли листик, сложили пополам, вырезали. Там стоп-кадр нажмете на видео и прям по клеточкам посмотрите.
Длина проволоки для рук, да какую захотите, такую и сделайте. У меня длина этих рук будет примерно где-то сантиметров 7 в готовом виде, 7-8. Все, в общем, больше таких вопросов, как я поняла, нет, ничего. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Да, чего уж там. Вот, и это... Будем завтра кролить, продолжать. Все, всего хорошего, пока-пока.